Всем привет, с вами Гнект, и это первая часть дополнительного гайда по созданию фан-игры Parasonic Construct 2 на фреймворке Cosmic Framework Reboot. Сразу скажу, если вы вообще случайно зашли на это видео, допустим, вы искали, как создать фан-игру Parasonic в Construct 2, то рекомендую вам хотя бы посмотреть первую часть основного гайда, вы ее можете открыть по подсказке, либо на нее будет ссылка в описании. Также будет в описании ссылка на плейлист со всеми частями. Их пока что на данный момент 2. Дополнительный гайд это не относится к основным гайдам. В дополнительных гайдах я буду рассказывать дополнительные вещи, которые вам помогут при создании фан-игры. В первой части мы рассмотрим вещи, которые можно сделать с помощью объектов для создания спиралей, ну или лупов. Вот, они здесь находятся. И давайте мы рассмотрим первую вещь, которую можно сделать. Это вот эта вот вещь. В чем суть этой вещи? Если вы, допустим, идете вот так вот, ну, на курсор вы можете смотреть, в принципе, я вот так буду показывать. Если вы идете отсюда, то вы проходите вот так вот. И также наоборот. Но если вы, допустим, идете отсюда, то вы проходите вот так вот. И вот так вот. Если вы, допустим, прыгнете и попадете сюда, то вы не сможете туда попасть, потому что не было переключения, что обычно используется на спиралях. Давайте я вам сейчас продемонстрирую, чтобы вы в этом убедились. Вот. Я спокойно прохожу здесь. Теперь давайте мы переместим спрайт Соника, точнее, спрайт коллизии Соника, потому что спрайт Соника, он потом сюда прицепляется, когда мы запускаем. Если, допустим, мы отсюда идем, но я это уже говорил, что мы будем просто проходить вперед. Ну, вот так вот. Ну, я, конечно, улетел из-за высокой скорости. Ладно. Давайте я сразу его с собой возьму. Давайте перейдем ко второй вещи. Это я использовал, когда делал тестовый уровень на бета-версии Cosmic Framework Reboot, когда он еще не был в открытом доступе. В чем суть этой вещи? Вот как вы подниматься, в принципе, будете, это не важно, но суть в том, что вы, когда запрыгнете, вы можете либо вернуться сюда, либо пойти вперед. Но если вы пройдете дальше, то вы пробежите здесь. В этом и вся суть. Ну, давайте я сейчас покажу примерно, как это работает. Давайте я сейчас запрыгну. Я думал, надо было, наверное, пружину сделать. Ну, раз я уже так сделал, то ладно. Как видите, мы спокойно пробегаем здесь. И никуда не падаем. Давайте теперь перейдем к третьей вещи. Это уже другой тип спирали. Не обычная, а немного другой. Сейчас я вам продемонстрирую, как он работает. Давайте сейчас я запущу. Допустим, вы идете с этой стороны, и получается вы так пробегаете. Также работает и в обратную сторону. В этом, в принципе, ничего сложного нет. Вы можете, типа, вот так поставить на паузу и посмотреть, в принципе, как это можно сделать. Если вы смотрели первую часть гайда по Cosmic Framework Reboot, не дополнительного, то вам вообще не должно составить проблем сделать это. Ну или повторить. Теперь мы перейдем к следующей вещи. Она вам тоже может пригодиться при создании фан-игр про Соника на Construct 2 на фреймворке Cosmic Framework Reboot. Давайте сейчас продемонстрирую, как это работает. Допустим, вы идете вот так вот вперед. Все. И теперь, если вы пойдете сюда, то вы будете подниматься вверх. Я это использовал в тестовом уровне. Если вы не видели, то вот вам подсказка на третий тест уровня. Вот если, допустим, мы вот так вот перелетим, мы можем опять вот здесь спокойно пройти. И вот так же, типа, не сможем обратно вернуться, только если через верх. И также тут есть немного другой вариант. Это уже своеобразная лестница. Давайте я вам сейчас покажу. Мне так удобнее будет рассказывать. Из-за того, что скорость маленькая, поэтому Соник не особо-то и охотно будет подниматься, поэтому я буду использовать спин-дэш. Вот. Мы поднялись сюда, но если мы пойдем сюда, как видите, мы уже не идем вниз, мы идем наверх. И также будет здесь. Все. Если мы пойдем вот так вот, то мы уже не сможем пойти вниз. Давайте вам сейчас немного по-другому сделаю.
Мне вообще без разницы, будете ли вы переворачивать вот эти объекты, которые переключают вот эти голубые и красные спрайты. И давайте я еще спрайт Соника, получается, ну, точнее, его коллизию перетащу сюда. И теперь мы немного поменяли. Так, мы сейчас нашли баг, что типа, если начать двигаться до того, пока не уйдут все эти тексты, то немного будет странно двигаться, а потом все нормализуется. Как видите, мы уже спускаемся вниз. Все. Кстати, если вы видите этот тачпад, то в первой части я показал, как его можно убрать, если вы будете делать только на ПК. Но если вам понравилась эта первая часть дополнительного гайда, то можете, в принципе, поставить лайк. Дополнительные гайды, они не будут так слишком долго идти, так как это не основной гайд, который будет идти по 20 минут. Здесь я просто буду рассказывать о некоторых вещах, которые вам могут помочь при создании фан-игр. Ну а на этом всем удачи, всем пока.